Буквально неделю назад биткоин пробил максимум 2023 года на уровне 31 400 долларов, который в последний раз был больше года назад. И это произошло не просто так, ведь мир кардинально изменил свое отношение к рынку криптовалюты. Сейчас почти все самые крупные мировые компании, которые управляют активами на триллионы долларов, заинтересовались возможностями и перспективами биткоина, из-за чего он показал сумасшедшие проценты роста. И на днях в эту суровую криптогонку вступил Гонконг. Ведь самый большой банк Гонконга HSBC уже запустил биткоин и эфириум ETF, которые являются первыми криптоактивами на азиатском рынке. На сегодняшний день каждый четвертый житель Гонконга имеет криптовалюту, а запуск крипто ETF привлекает внимание крупных инвесторов, что нереально положительно отражается на рынке. Также спотовый биткоин ETF от самого большого фонда нашей планеты может быть одобрен уже через 45 дней. И если биткоин вырос на 26% только после подачи этих заявок, то представьте, что будет с его ценой, когда его одобрят. Поэтому есть большая вероятность, что в 2023 году мы увидим новый исторический максимум биткоина. И наверняка у вас после таких новостей возникает вопрос, а на каком уровне лучше всего купить биткоин? Дождаться 20 тысяч или купить его прямо сейчас? На этот вопрос мы, конечно же, ответим в сегодняшнем видео, ведь помимо разбора самых последних и важных новостей, мы проведем теханализ биткоина, чтобы понимать, на каком уровне его покупать. Поэтому обязательно смотрите видео до конца, а перед просмотром, если вы желаете увидеть подробный большой ролик про биткоин с разбором главных технических данных, индикаторов, осцилляторов, ключевых уровней накопления, важных диапазонов и еще много всего другого, поддержите видео лайком. И как только мы наберем 800 лайков, мы сразу же публикуем этот крутой ролик. Поэтому спасибо вам за поддержку и давайте начинать. Всем привет, друзья, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Завтра нас ожидает очень важное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, во время которого рынки всегда показывают активное движение. Поэтому если вы желаете быть готовым к этому выступлению, а после получить важные тезисы Пауэлла, переходите в наш телеграм-канал по ссылке в описании. Только подписчики нашего телеграм получают важную информацию самыми первыми и раньше всех знают о предстоящих движениях на рынке. Поэтому обязательно подпишитесь и 24/7 оставайтесь в курсе всех событий. А одним из таких событий является положительная новость из Гонконга. Сперва хотел бы вам напомнить, что еще в начале июня на территории Гонконга начал действовать закон, который позволяет розничным инвесторам покупать криптовалюту, а различным биржам предоставлять свои услуги, заранее получив специальную лицензию. Но Гонконг продолжает двигаться к своей цели, ведь после легализации крипты власти заявили, что хотят сделать Гонконг главным криптоцентром мира. Стоит отметить, что для этого он имеет хороший потенциал, потому что в понедельник появилась информация, что самый большой банк Гонконга и один из самых крупнейших банков мира HSBC, который управляет активами на сумму 1,3 триллиона долларов, запустил поддержку биткоин и эфириум ETF. И это очень положительная новость для всех криптоинвесторов, потому что теперь клиенты банка HSBC в Гонконге могут торговать фьючерсами на биткоин и эфириум через ETF. Данные ETF, которые торгуются по сути как акции, были зарегистрированы в так называемом мобильном приложении HSBC Гонконг Easy Invest. Они предлагают доступ к фьючерсам на биткоин и эфириум на основе деривативных контрактов, которые торгуются на товарных биржах. Первым, кто сообщил нам эту новость, был криптожурналист Колин Ву, который написал, что крупнейший банк Гонконга позволяет своим клиентам покупать и продавать биткоин и эфириум ETF. Это событие привлекает внимание многих инвесторов не просто так, потому что HSBC является первым банком в Гонконге, который разрешил подобные операции с криптой. А на такие операции в Гонконге очень большой спрос, ведь по заявлениям многих экспертов, раньше инвесторы Гонконга использовали для криптоопераций непонятные платформы и нерегулируемые биржи, но теперь все прозрачно и надежно, так как ETF находится в руках крупнейшего банка мира. А по заявлениям организации, которая предоставляет эти два ETF, они являются первыми активами на азиатском рынке. Также обязательно стоит отметить, что в Гонконге очень большой спрос на спотовый рынок крипты, ведь даже отталкиваясь от прошлогодних данных, 24% жителей Гонконга имеют криптовалюту, а это на секундочку каждый четвертый. Но по мнению местных аналитиков, спрос на деривативы практически такой же, если даже не больше. И это в принципе ожидаемо, потому что простота использования
использования ETF делает их более привлекательным вариантом для розничных трейдеров, а для рядового инвестора, кроме максимально простого формата получения прибыли, больше ничего и не нужно. Хоть это и не спотовые ETF, которые планируют запускать BlackRock, но тем не менее он позволяет многим инвесторам использовать криптовалюту для заработка. На сегодняшний день 3 гонконгских криптобиржевых фонда имеют в общей сложности более 43 миллиардов долларов, а с поддержкой банка HSBC, который имеет больше 1,5 миллиона активных клиентов, эта цифра может значительно увеличиться. Тем более статисты посчитали, что за 2023 год чистая выручка Гонконга от криптовалюты составляет почти 150 миллионов долларов, а всего за 4 года этот показатель может увеличиться на 14% и составить 243 миллиона, ведь количество активных инвесторов превысит 1,5 миллиона пользователей, хотя в Гонконге проживает 7 миллионов человек. С более широким распространением крипто-ETF крупные инвесторы получают устойчивую ликвидность и стабильность. Это приводит к привлечению больших денег на рынок, ведь фьючерсные трейдеры увеличивают объемы розничной торговли и инвесторов, поэтому объемы торгов биткоина растут, а вместе с ним растет и цена. Сейчас крипта удерживает свои позиции после космического роста, и это лучшее время для того, чтобы начать зарабатывать на трейдинге. Правда, для этого нужно уметь правильно анализировать рынок, что требует много сил и времени, но подписка Coin22 Pro поможет вам решить эту проблему. Подписка Pro работает очень просто. Вот, например, когда начался этот булран 15 июня, участники Pro заранее получили сделку по эфиру, где было указано, на каком уровне нужно открыть позиции, а на каком фиксировать прибыль. Такие сделки вы будете получать ежедневно и зарабатывать даже когда рынок падает. А благодаря такому формату зарабатывать могут и новички, ведь перед началом торговли мы предоставляем подробное обучение и сопровождение 24/7. После такой консолидации рынок всегда показывает хорошее движение, поэтому не упускай свою потенциальную прибыль, а переходи по ссылке в описании и присоединяйся к подписке Pro. Последние новости рынка говорят нам о том, что сейчас мировые гиганты ведут активную криптогонку и пытаются заполучить как можно больше кусок от этого пирога. Перед вами находится список компаний, которые управляют активами на общую сумму 27 триллионов долларов, а по центру указано то, какую активность они проявляют в сторону крипторынка. Как мы видим, почти все из них желают запустить спотовый биткоин ETF, особенно после того, как эту заявку подал BlackRock. Но самое интересное то, что все эти заявки на ETF и прочие партнерства с криптокомпаниями мы получили меньше, чем за месяц, и на фоне давления со стороны SEC. И сейчас мировые гиганты реально борются между собой за то, чей же ETF одобрят первым, чтобы подмять этот рынок под себя. Вот, например, Кэти Вуд, глава фонда ARK Invest, заявляет, что она первая в очереди на получение потенциального одобрения спотового биткоин ETF. Кэти Вуд имеет около 100 тысяч биткоинов, и для нее будет очень важно, чтобы ее ETF одобрили. И в принципе это могут сделать, ведь глава компании Circle, которая выпускает USDC, заявил, что новая волна заявок биткоин ETF будет одобрена, поскольку прошлые опасения со стороны регулирующих органов постепенно уменьшаются. Гендиректор Circle сказал: у вас есть зрелые спотовые рынки, хорошо регулируемая инфраструктура хранения и хороший надзор за рынком. Положительный настрой главы Circle не может нас не радовать, но в любом случае, как мы говорили еще в прошлых роликах, SEC рассматривает подобные заявки на ETF около 7 месяцев, но вот заявка от BlackRock имеет большие шансы на одобрение, и есть даже четкая дата, когда это произойдет. Во-первых, аналитики дают высокие шансы на одобрение ETF BlackRock, ведь SEC только один раз отклоняла ETF от этой компании. А во-вторых, одна аналитическая криптофирма подготовила примерный график одобрения заявки BlackRock. В теории решение может быть принято в течение 4 временных рамок, и процесс принятия решения следует схеме фиксированных дат. После публикации заявки в реестре у SEC есть первоначальный период 45 дней, чтобы одобрить, отклонить или продлить рассмотрение ETF. Если мы предположим, что заявка была опубликована 29 июня, первый крайний срок SEC будет 12 августа 2023 года. Аналогичные сроки наступают через 45 дней, 90 и 60 дней. То есть 12 августа они получают продление на 45 дней, 26 сентября продление на 90 дней, 25 декабря продление на 60 дней, а окончательный срок принятия заявки будет 23 февраля 2024 года. И получается, что SEC должна объявить свое решение не позднее, чем 240 дней. То есть у нас есть время до 23 февраля 2024 года. Но также это решение может быть принято и раньше этих сроков. Поэтому нам нужно быть готовым к тому, что одним прекрасным днем на сайте SEC появится документ, в котором будет указано, что первый спотовый биткоин ETF на рынке США был одобрен. Это, конечно же, положительная новость для биткоина, который на всем этом фоне вырос на 30% и продолжает удерживать позиции выше 30 тысяч. Лишь за одну неделю биткоин получил
получил денежный приток в размере 188 миллионов долларов, и это полностью компенсировало потери предыдущих 9 недель. Сейчас биткоин вернулся на те максимумы, которые были в апреле, и уже неделю подряд удерживает уровень выше 30 тысяч. Но если обратить внимание на апрель, то биткоин удерживался выше 30 тысяч всего 9 дней. И многие считают, что произойдет такая же картина, ведь все индикаторы указывают на перекупленность, а это прямой сигнал на коррекцию. Но на вот этом уровне RSI также был далеко не в нейтральном положении, но биткоин продолжал расти, а причиной этого являются, конечно же, новости. Если в целом посмотреть на движение биткоина начиная с марта, то мы наглядно увидим диапазон от 24 до 31 тысячи, а зоной активного накопления являются уровни 25,5 и 28 тысяч, которые отвечают на наш вопрос, где лучше всего покупать биткоин. Но вы должны понимать, что чем больше покупателей ждут биткоин на том или ином уровне, тем меньше шансов, что он туда опустится. Если вы думаете, что купить биткоин сейчас не лучшее время, первое, что вы должны сделать, это определиться со своей инвестиционной стратегией. Для холдеров любое время является лучшим для покупки, ведь самым оптимальным вариантом инвестирования в биткоин это просто его покупать на определенную сумму один раз в неделю, месяц или квартал, как это делает кит Майкл Сейлор. Таким образом, цена вашего биткоина будет постоянно усредняться, и если бы вы это делали с начала года, вы бы купили биткоин и по 15, и по 20, и по 30 тысяч, а просто ждать уровень 20 тысяч, чтобы купить биткоин на все деньги и продать его на первой же просадке, не имеет никакого смысла. Это нельзя называть инвестированием. Поэтому лучше выделите себе сумму, которую вы регулярно будете тратить на покупку биткоина, и при любых условиях на рынке покупайте его. А также придерживайтесь первого золотого правила – никогда не продавайте. Поверьте мне, ваше терпение окупится, и свою награду вы точно получите. Сейчас биткоин имеет хорошие шансы на рост, и если текущие уровни он продолжит удерживать, и мы будем получать положительные новости, уровень 35 тысяч и выше будет уже не за горами. Такого мнения мы придерживаемся на данный момент. А что вы думаете по поводу биткоина и крипты в целом, напишите в комментариях под этим видео. Также переходите в наш телеграм-канал, где регулярно выходят новости, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всем, кто досмотрел до конца, огромное спасибо. Увидимся с вами уже очень скоро. Всем пока!